Привет, друзья! Сегодня Германия переживает день, когда решаются сразу несколько важных вопросов. От автомобилей и пенсий до безопасности и качества воды. Китай неожиданно смягчает ограничения на экспорт чипов, и это может спасти производство машин в Европе. Но хватит ли этого, чтобы стабилизировать автопром? В то же время правительство канцлера Фридриха Мерца готовит ощутимое повышение пенсий, новости которых ждали миллионы. Параллельно в стране усиливается внимание к случаю несанкционированных полетов дронов и обсуждается новая стратегия обеспечения безопасности. Экономисты предупреждают, жилищный кризис может растянуться на десятилетия и ударить по самым уязвимым регионам. А еще в Бранденбурге начались проверки воды рядом с заводом Red Bull после сообщения жителей о странном запахе. Про все эти новости последнего часа я расскажу буквально за пару минут. Итак, ключевой конфликт в мировом автопроме может пойти на разрешение. Китай объявил об облегчении экспортных правил для микрочипов производителя Nexperia, ключевых для европейской автомобильной индустрии. После того, как Нидерланды взяли под контроль компанию Nexperia из-за опасений по поводу китайского влияния, Пекин ограничил экспорт чипов, создав серьезный риск для сборки автомобилей во всей Европе. Теперь китайское министерство торговли позволяет часть поставок возобновить при условии, что продукция будет использована только для гражданских нужд. Европейские производители автомобилей, такие как Volkswagen, BMW, Mercedes, которые предупреждали о возможной остановке конвейеров при дефиците, могут вздохнуть с облегчением. Хотя полностью ситуация еще не стабилизирована, первые лицензии на экспорт из Китая уже выдаются. Для Германии и других стран Европейского Союза это важный сигнал. Ключевые цепочки поставок восстанавливаются, но будущее остается все-таки нестабильным. Теперь задача вернуть производство в нормальное русло и одновременно усилить самостоятельность в технологическом секторе. Следующая новость – одна из самых важных для пенсионеров в Германии. В Германии ожидается ощутимое повышение пенсий. Правительство прогнозирует рост выплат примерно, внимание, на 3,7%, начиная с 1 июля 2026 года. Согласно проекту отчета о пенсионном страховании, который готовится ведомствами, рост пенсий будет заметно выше ранее ожидаемых 2%. Одновременно взносы на пенсионное страхование могут оставаться на текущем уровне, то есть примерно 18,6%, и значительное повышение намечено лишь на 2028 год. При благоприятных условиях это означает, внимание, реальное улучшение положения более 21 миллиона пенсионеров в Германии. Их доходы могут вырасти быстрее, чем инфляция. Подготовка такого сценария проходит в правительстве под руководством канцлера Фридриха Мерца и министра труда Бербельбас с участием обеих партий коалиции Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии. При этом окончательное решение будет принято весной 2026 года. Важно здесь понимать, пока что речь идет о прогнозе. Окончательная ставка повышения станет известна чуть позже. Но сам сигнал уже ясен. Пенсии станут более значимым источником поддержки для пожилых граждан Германии. Следующая новость связана с обеспокоенностью в Германии и заявлениями канцлера Фридриха Мерца о безопасности. В федеральной земле Рейнланд-Пфальц зарегистрировано почти 300 случаев несанкционированного полета дронов с начала года. Это тревожный сигнал для властей. Министр внутренних дел земли Михаэль Эблинд сообщил, с начала года до середины октября полиция зафиксировала 296 полетов. Основные зоны полетов беспилотников, внимание, жилые районы – 143 случая, открытая местность – 75 случаев, объекты федерального значения – 46 и промышленные предприятия – 15. Политическая партия «Зеленых» в Рейнланд-Пфальц уже требует от канцлера Фридриха Мерца разработать эффективную региональную стратегию по противодействию таким полетам. Представитель фракции Карл Бернхард фон Койзенкер подчеркнул, цитата, «Необходимы четкие процедуры и совместная работа полиции, земель и бундесвера, чтобы своевременно пересекать попытки слежки». Полиция признает, хотя общего законодательства по устранению нарушений дронов пока нет, обмен информацией между ведомствами уже налажен. В ведомстве призывают граждан сообщать о подозрительных полетах,
особенно над частными домами и критической инфраструктурой. Ситуация показывает, беспилотные летальные аппараты требуют обновленного подхода к безопасности, и Германии важно выработать скоординированные шаги для защиты граждан и инфраструктуры. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии наблюдается тревожный долгосрочный кризис на рынке жилья, и его последствия могут ощущаться еще как минимум 20 лет. Отчет экономиста предупреждает, доступное жилье остается острой проблемой, а темпы строительства все еще недостаточны для ее разрешения. Согласно оценкам, за последние годы в стране недостроено сотни тысяч квартир, в то время как правительство ставит цель на уровне, напомню, примерно 400 тысяч новых квартир в год. Реально цифры значительно ниже. Высокие цены на строительные материалы, рост ставок кредитов и сложные разрешительные процедуры оттягивают завершение проектов. Эта нехватка жилья не только вопрос комфорта, она становится серьезным тормозом для экономики. Люди не могут переехать в регион с работы, компании теряют сотрудников из-за невозможности найти жилья, города теряют мобильность и гибкость. Положение особенно сложно для арендаторов и работников в крупных городах. Они сталкиваются с растущими арендными ставками и сокращением доступных вариантов жилья. Эксперты убеждены, пока не будет кардинального изменения, упрощения правил, снижения затрат на строительство и серьезной поддержки для создания доступных квартир, ситуация продолжит ухудшаться. Германия стоит сегодня перед задачей превратить ожидание жилья в реальность. И это только начало. Прошел год с момента вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов. И уже сейчас видно, как его политика меняет страну и мир. Помните, он объявил курс «Америка прежде всего», и Соединенные Штаты Америки стали действовать открыто и автономно. Во внутренней политике Трамп снизил налоги для своих компаний, укоротил сроки лицензий и расширил добычу газа и нефти, отказавшись от климатических соглашений прежних лет. В результате экономика показала рост, но одновременно увеличились и долги, усилились внутренние различия и активизировались национальные дискуссии. На международной арене Соединенные Штаты Америки повели себя совершенно иначе. Союзники чувствовали напряжение, прежняя роль Вашингтона как гаранта стабильности полностью ослабла, Трамп вывел страну из ряда многосторонних договоров, начал торговые войны и перегруппировал приоритеты. Это безопасность и экономическая выгода стали выше идеалов. Ключевой итог. Америка стала менее предсказуемой, и остальные государства уже корректируют свои стратегии. Но внутри страны традиционные институты оказались вообще под давлением. Судебная система, пресса и гражданское общество вступили в новый этап активных разногласий и общественных дебатов. Этот год стал ключевым этапом. Перемены, начатые Дональдом Трампом, определяют направление международных взаимодействий и внутреннего развития США в ближайшие годы. А дальше еще интереснее. В Германии федеральные власти начинают тщательную проверку воды на территории завода компании Red Bull в Баруте. Поводом стали жалобы местных жителей, которые сообщили о необычных вкусах и запахах воды после недавнего загрязнения источников рядом с производственными площадями. Министерство окружающей среды земли Бранденбург поручило независимым лабораториям проверить пробы воды и оценить возможное влияние производства Red Bull на качество питьевой воды. Одновременно региональные власти проверяют соблюдение компанией всех экологических норм и стандартов. Компания Red Bull заявила, что готова полностью сотрудничать с органами надзора и предоставила данные о своих производственных процессах. В пресс-службе отметили, что любые отклонения от норм тщательно фиксируются и устраняются на ранних этапах, чтобы исключить влияние на окружающую среду и жителей. Жители Барута продолжают следить за этой ситуацией. Власти подчеркнули, что на данный момент риска для здоровья населения нет, но проверка воды и производства будут продолжаться до полного выяснения всех обстоятельств. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.